Когда лидером страны становится человек вне системы, который отношение к ней имеет исключительно наблюдательное, это всегда вызывает неподдельный интерес, и неважно, о какой стране речь. Ведь само избрание таких людей означает какой-то монументальный сдвиг в системе. Да и поди угадай, что они делать будут. Чего стоит пример Дональда Трампа, который вообще-то бизнесмен и телеведущий, что в 26-м году уже как-то подзабылось, ведь он стал самым политическим политиком из всех политиков. Или бывший актер и юморист Владимир Зеленский, которому пришлось стать и политиком, и военачальником. Чаще встречаются же случаи, когда вроде как профессиональные политики стараются создать имидж человека снаружи. И это у них получается. Это, например, президенты Хавьер Милей в Аргентине и Наиб Букеле в Сальвадоре. Но вот волна избрания свежих лидеров, не связанных со старой системой, понемногу докатывается и до менее известных стран. Например, до Непала. Там несколько дней назад премьер-министром стал Балендер Шах, рэпер в черной толстовке и не менее черных очках, а пришел к власти он на волне масштабных протестов, которые устроили зумеры, выбиравшие лидеров в Дискорде. Поговорим сегодня об этой киношной истории, которую, если бы она не случилась в реальности, стоило бы придумать. Но сначала напомню, в описании мы повесили инструкцию по обходу блокировок. Там много всего, и бесплатного, и платного, и сравнение VPN-ов, и даже VPN-светофор мы сделали, что работает сейчас в Москве, пока только Москву меряем, а что нет. Ссылка на это все в описании. Непал – это небольшое государство в Гималаях, самых высоких горах Азии и всего мира. Небольшое оно лишь в сравнении. Непал зажат между миллиардным Китаем с севера и такой же миллиардной Индией с юга. Но в стране живут на секундочку 30 миллионов человек, больше, чем в огромной Австралии, занимающей целый континент. Больше всего Непал известен характерными индуистскими пагодами и буддистскими ступами, флагом из двух треугольников и, конечно, расположенной прямо на границе с Китаем горой Эверест, куда большинство людей восходят именно из Непала. Долгие годы политика страны заключалась в круговороте трех партий: Непальского конгресса местных социал-демократов, Коммунистической партии Непала, которая в скобках Объединенная марксистско-ленинистская, и Коммунистической партии Непала, которая в скобках Маоистский центр. Эти ребята аж гражданскую войну вели в 90-х и 2000-х. Несмотря на такое обилие коммунизма в названиях, реальный коммунизм там и близко не пробегал. Экономика в стране рыночная и формально вполне рабочая демократия. Но вот живут сами непальцы на уровне скорее ниже среднего. Экономику потрепал ковид, но и без того был не фонтан. При этом страна очень молодая, средний возраст в Непале всего 26 лет, а зарплаты настолько низкие, что множество молодых людей уезжают за границу, чтобы иметь хоть какие-то шансы выбраться из бедности. И значительная часть экономики держится как раз на денежных переводах домой уехавших юношей и девушек. Одним из молодых непальцев, недовольных застоем в экономике и политике, стал Балендер Шах, теперь известный по сокращению Бален. Шах родом из столицы Катманду и выучился на инфраструктурного инженера. Но известным он стал не из-за основной профессии, а из-за музыки. Еще учась в университете, Бален начал записывать рэп и выпускать треки на ютубе. Один из этих треков набрал даже 7 миллионов просмотров. Самое главное, Бален участвовал в рэп-баттлах, которые, как и у нас, стали популярными в середине десятых и принесли ему национальную известность. Причем известны стали те тексты, в которых Бален читал о социальных проблемах: коррупция, непотизм, экономика. Ну и, как положено каждому уважающему себя рэперу, в треках Бален поливал грязью абсолютно всех политиков в стране. В 2015-м в Непале произошло крупное землетрясение, которое попало и по Катманду. Тогда Балендер Шах работал как раз строительным инженером и лично участвовал в восстановлении 2500 разрушенных зданий. И окончательно уверился: в какой-то момент надо будет заняться политикой напрямую, и в первую очередь муниципальной, в родном городе. В политику Балендер Шах пошел не во время зумерских протестов прошлого года, а немного раньше. В 2022 в Катманду шли выборы мэра, и Балендер на них выдвинулся, объявив о старте кампании, естественно, в Фейсбуке. Шел, конечно, самовыдвиженцем, ни о каком партстроительстве даже и близко не думал. И в итоге выиграл с 39% голосов. Два кандидата от старых партий набрали по 24. В процессе Балендера выработал свой политический стиль одежды.
черный пиджак с черной водолазкой и черными джинсами. И самое главное, с прямоугольными черными очками. Эту униформу он носит практически всегда, разве что на инаугурации премьером все-таки надел топи, традиционный непальский головной убор. Очки не снимал. После победы на посту мэра в 22 году Балендра принял решение стать крепким хозяйственником. Программа у него была как будто слишком базовая. Починим дороги, разберемся с мусором, водопровод нормально сделаем. Но это все были реальные проблемы. Катманду – одна из самых дождливых столиц мира, но большую часть питьевой воды туда привозят на грузовиках. Так что работы по приведению Катманду в порядок было немерено, и Балендра реально за нее принялся. И в лучших традициях популизма сам разъезжал по Катманду на черном внедорожнике и мониторил ситуацию. Не забыл и про современные технологии. В Катманду запустили всякие электронные услуги, заседания горсовета начали транслировать в интернете. А еще Балендра умудрился устроить в Катманду ночь длинных ковшей, прям как Собянин в Москве. Помните, такая была? Наверное, многие не помнят. Застройка в Катманду, мягко скажем, немного хаотичнее, чем в Москве. И множество разных коммерческих зданий стояли на публичных участках без разрешений. Ну вот новый мэр их все и снес. О сносе, справедливости ради, предупредили за 35 дней. Но как только срок истек, тут же примчались на экскаваторах и все. Реакции были, понятное дело, смешанные. Вроде в городе поприятней стало, а вроде и кучу бизнеса выгнал на улицу. Получилось ли у Балендры за 3 года на посту мэра прям все исправить в Катманду и улучшить жизнь? Нет, конечно. Но нередко в политике главное это правильный вайб, и таковой присутствовал. Балендра, по крайней мере, действительно что-то делал, и с жителями не забывал коммуницировать тоже. Лично присутствовал на мероприятиях по спасению инфраструктуры. В итоге, конечно же, у него прибавилось и сторонников, и противников, но главное, известность только выросла. Лучше уж не лучший, но живой мэр, чем пустой костюм, сидящий в кабинете. Осенью 25 года Непал резко охватила волна протестов, практически революция. Как обычно, недовольство в стране копилось уже давно, но триггером послужило событие, близкое к сердцу каждого россиянина. Власти заблокировали YouTube. Окончательно и бесповоротно. И не только YouTube. Правительство запретило целую пачку соцсетей, вроде Фейсбука, Твиттера, Снэпчата и даже, прости господи, LinkedIn. Формальное обоснование в том, что соцсети как-то там не зарегистрировались в нужном министерстве и не платили какие-то дополнительные налоги. Более популярное объяснение запрета в том, что в соцсетях ругали детей чиновников. Видите ли, пока большая часть молодежи в стране живет бедно или эмигрирует в поисках нормальной работы, кое-кто в Непале живет на чуть ли не королевских условиях. Те самые непо-бэйби, дети чиновников, политиков и прочей элиты, у которых все роскошно. Чем они, естественно, хвастались онлайн, потому что для чего еще интернет-то, если не для этого? Ну, а все остальные поливали их грязью. Недовольные отцы богатых детей приняли решение рубить с плеча и просто забанили все эти непристойные соцсети со злыми людьми. Ну и дети, чтобы туда на всякий случай не ходили тоже. Тут-то оно все и взорвалось. Балендра Шах, уже как действующий мэр столицы, где в основном и разворачивались события, протесты поддержал. Возмущения людей насчет непотизма и коррупции отлично укладывались в его собственный месседж еще со времен рэп-карьеры. Протесты быстро переросли в беспорядки, и виноваты в этом были правительственные силы. В первый же день демонстрации, 8 сентября, солдаты открыли по протестующим огонь боевым оружием. Погибли 20 человек. А за все дни протеста умрет уже 77 человек. К вечеру первого дня правительство объявило, что вернет соцсети. Но этого было недостаточно уже. Есть пострадавшие, люди погибли. К этому моменту Балендра Шах уже назвал действующего премьера Шарму Оли террористом за то, как его правительство отреагировало на протесты. Тем временем протестное движение поставило себе цель правительство снести полностью. Кого выбрать временным премьером, люди решали в тех самых запрещенных соцсетях, в том числе на Discord-сервере на 150 тысяч человек. Обсуждали и имя Балендры, но тогда он отказался. Протесты в итоге победили. Премьер Оли снялся с должности и побежал прятаться в армейских казармах. А временным премьером выбрали Сушилу Карки, бывшую главу Непальского Верховного суда. Марта этого года в Непале прошли парламентские выборы, первые из тех самых осенних зумерских протестов. Балендра решил выдвинуться. Для этого, кстати, сложил мэрские полномочия, потому что в Непале кандидатам надо сдавать все другие мандаты.
И даже идти в парламент Балендра решил по округу не у себя в столице, а в другом регионе. Но выбрал он его не случайно. Именно этот округ представлял Шарма Оли, тот самый премьер от коммунистов, которого выгнали в процессе зумерских протестов. Оли на выборы снова пошел, как ни в чем не бывало. И вот туда же пошел Балендра. И триумфально взял в округе 67% голосов против 18% экс-премьера. Дело революции вполне себе живет. Но в этот раз политические амбиции Балендры не ограничились одним политическим креслом. И до протестов, и во время, и после Балендра активно критиковал все политические партии. Я, мол, вне системы, у нас новая политика, то да сё. А там везде жулики и вор сидят. Но к выборам он осознал, что гораздо больше смысла будет, если объединять усилия с какой-нибудь партией, чтобы все-таки взять власть в стране, а не просто один мандат. И так и поступил. Сотрудничать со старым триумвиратом партии точно было как-то неловко, и Балендра выбрал Растрию Свантру, национальную независимую партию. Эта организация относительно новая и успела зарекомендовать себя как представитель новой эпохи. Основал ее Раби Ламичхани, бывший телеведущий и вроде как тоже внесистемный политик. Тем не менее, после того, как партия неожиданно взяла 20 мест на прошлых выборах, Ламичхани принял министерский пост. В общем, уже не просто с улицы мужик, а опытный политик. К этим же выборам Балендра Шах пришел в национальную независимую партию и сказал: давайте вместе пойдем. В партии сидели не дураки и поняли, что надо срочно этого добромолодца брать и все его условия выполнять. Основатель партии Ламичхани остался главой, но Балендру объявили кандидатом в премьеры. И соглашение сработало. Личная популярность Балендры наложилась на то, что национальная независимая партия оказалась самой нормальной. В итоге партия взяла почти 2/3 мест в Нижней Палате. Ну а Балендра, как мы уже сказали, свой округ выиграл. Тут помогла непальская избирательная система, которая прям как у нас. Часть палаты выбирают по спискам, а часть по округам, независимо друг от друга. Партия Балендра взяла 125 округов из 165. 27 марта 35-летнего Балендру Шаха официально назначили премьером Непала. И проблем у нового премьера сходу нарисовалось две. Первая – это Верхняя палата парламента. Ее избирают власти регионов. Сейчас выборов не было. И ни одного мандата у партии Балендры там, естественно, нет. А значит, для принятия любых законов придется как-то кооперироваться с заседающими там старыми партиями. По крайней мере, до следующих региональных выборов. Вторая проблема Балендры – расследование того, что происходило во время прошлогодних протестов. Самого Балендру обвиняют в том, что он, как мэр Катманду, недостаточно хорошо справился с протестами. Да и не намеревался. Для собственной политической выгоды. Например, недостаточно быстро отправлял пожарные машины к горящим зданиям правительства. Сам премьер, естественно, все отрицает. Помимо этого, за день до его вступления в должность временный премьер Сушила Карки выпустила доклад о протестах, которые готовили целых полгода. И принимать решение, кого сажать и наказывать, придется именно Балендре и его новому правительству. Пока что виноватого они нашли только одного. Спустя сутки после инаугурации Балендры власти арестовали экс-премьера Шарму Оли, того самого, который был премьером во время протестов и затем проиграл новые выборы Балендре в своем округе. В докладе о протестах говорится, что приказ стрелять он не отдавал, но и не сделал ничего, чтобы остановить солдат. Но как бы Балендра с вопросами этими не справлялся, важен простой факт. Уже само его избрание означает победу нового поколения непальцев. Время масштабных перемен. Никто пока не может сказать, как именно Шах будет править страной. Понятно, что исправлять буксующую экономику уже не настолько прямолинейная задача, как строить водопровод. Но за время правления столицей у Балендры выработался фирменный стиль, а значит, премьера и непальцы, и мир еще заметят. Будем следить с вами за Непалом. До завтра!